товарищ президент Республики Беларусь, выпускники военно-учебных заведений Республики Беларусь и Российской Федерации собраны. Министр обороны генерал-лейтенант Хлеб. Здравствуйте, товарищи офицеры! Уважаемые товарищи, в начале июля по традиции мы чествуем выпускников военных учебных заведений и офицеров, которым присвоены генеральские звания. Наше мероприятие органично сочетается с праздничными днями, посвященными Дню независимости Беларуси. И эта связь очень символична. По-настоящему суверенной может быть только та страна, это особенно сейчас, которая имеет сильную, хорошо вооруженную и преданную народу и государству армию, имеющую в своем составе настоящих профессионалов в погонах. Лицемерно декларируя приверженность миру, Европейский Союз открыто взял курс на милитаризацию. Но это фактически НАТО. Миллиарды тратятся на закупку ударно-наступательных вооружений. При этом нагнетается абсурдная истерия вокруг мнимой угрозы с востока. Главный очаг напряженности в регионе – конфликт в Украине. Партия войны всеми силами стремится к затягиванию этого вооруженного противостояния. Международная партия войны. Продолжается гибридная война против нашей страны. Экономический диктат, политический и информационный прессинг дополняются активным шпионажем и провокацией на наших южных рубежах. Кое о чем мы не говорим, помалкиваем. Отдельных западных политиков просто раздражают наша самостоятельность и независимость, наш союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта в Украине. Еще раз подчеркиваю, уважаемые товарищи, никто вас в эту бойню посылать не будет. Война нам не нужна. Это плохо, что война идет в Украине. Мы сторонники мирного разрешения вопросов. Но, как я сказал, партия войны, международная партия, этого не хочет. Понятно, что наследников Третьего рейха терзают фантомные боли от прежних военных неудач их дедов и прадедов. Не дает покоя жажда реванша. Но мы с вами хорошо усвоили уроки истории. Белорусский народ пережил неимоверные испытания в годы фашистской оккупации и на генетическом уровне не приемлет войны. Мы мирные люди, воевать не хотим, но и перед врагом головы склонять не намерены. Поэтому все эти годы Беларусь строила, развивала и укрепляла наши вооруженные силы, главный гарант нашей независимости и территориальной целостности. Серьезным фактором стратегического сдерживания, способным остудить самые горячие головы, стало размещение в Беларуси подвижного ракетного комплекса «Орешник» и тактического ядерного оружия. Я хочу, чтобы вы понимали, мы не бравируем эти вопросы, не поднимаем их, потому чтобы кого-то напугать, но вы должны понимать, что это оружие не хлам, которое свезли в Беларусь. Вы лучше меня понимаете, для чего предназначено то или иное оружие. И у кого горячие головы, те должны остудить их. Это оружие в значительной мере повышает уровень нашей защиты. Однако повода почивать на лаврах нет. Наоборот, как показала недавняя проверка боеготовности войск, впереди огромнейший фронт работы. Убежден, вы понимаете, это не хуже меня. У каждого из вас, особенно получивших звание генерала,
За плечами приличный багаж знаний и опыт, который сегодня очень нужен нашей стране. Всем выпускникам уже завтра предстоит возглавить воинские коллективы и заняться совершенствованием форм и способов поддержания применения воинских подразделений по предназначению. Сейчас обращаюсь к генералам. Вы те, кого в народе воспринимают по-особому. В нашей стране высокое воинское звание такого уровня получить непросто. Это не только почет и уважение, но и наивысшая ответственность и спрос за дело. Помните, народ доверил нам самое дорогое, что у него есть, свое мирное и настоящее, и будущее. Люди рассчитывают на нас, на нашу энергию, инициативу, ответственность, профессионализм, стойкость и мужество. Да, у нас не огромная армия, но воюют, вы знаете лучше меня, не числом, а умением. И тот, кто умеет, тот побеждает. Поэтому армия наша должна воевать, умея, преодолевая всякие трудности. Что надо сделать, сказано. Уважаемые друзья, я от всей души поздравляю вас с успешным окончанием учебы и присвоением генеральских званий. Желаю вам успехов в жизни, обеспечения настоящего личного тыла. И самое главное, есть офицер, есть армия. Нет офицера, армии не будет. Самая мощная и действенная армия, мы это понимаем, это та, которая воюет. У нас одна страна в мире, которая постоянно воюет. Это Соединенные Штаты Америки. Нам это не надо. Нам это не подходит. Поэтому давайте использовать тот опыт, который есть. Это касается прежде всего вас, офицеров и генералов. Время непростое. Мы мужики. И мы должны защитить не только свою страну, свою семью, своих людей, близких. Они на нас смотрят. И мы должны сделать все, чтобы они не ошиблись, и чтобы народ нас не упрекнул, что он зря нас кормит. Я думаю, вы меня поймете. Успехов вам! Товарищ главнокомандующий вооруженными силами, товарищи генералы и офицеры, сегодня мы получили напутствие на достойное служение нашему народу и родной Беларуси. Мы, офицеры-выпускники, осознаем, что для миллионов наших соотечественников являемся гарантом суверенитета и территориальной целостности страны. И это высокая честь, товарищ главнокомандующий, для каждого из присутствующих, для всего офицерского корпуса долг, честь и Родина не просто слова, а смысл всей жизни. За нашими спинами семьи, дети и весь белорусский народ. Они верят в нас, и их вера – наша сила. Заверяю вас в том, что мы с честью выполним все возложенные на нас задачи и обеспечим мирное небо над нашей страной. Служу
Республики Беларусь. Товарищ главнокомандующий Вооруженными силами Республики Беларусь, от имени офицеров в торжественной обстановке, получивший воинское звание генерал-майор, благодарим вас за высокую оценку нашего воинского труда и возглавляемых нами воинских коллективов. Мы осознаем, что воинское звание генерал – это не только высочайшая честь, но и высочайшая ответственность, которая обязывает нас быть в авангарде защиты нашей Родины. Хочу заверить вас, что мы приложим максимум сил и упорства в укреплении обороноспособности нашего государства и сохранении мира на нашей земле. Служу Республике Беларусь. Уважаемые друзья, я еще раз поздравляю наших генералов, отличников. Очень хотелось бы пожелать генералу Хренину, чтобы он не забыл этих ребят, которые отлично учились. Я понимаю, по-всякому бывает в жизни, но отличниками просто так не становятся. Все равно в какой-то степени они лучше. Забывать об этом нельзя. Ваше здоровье, за ваши тылы, чтобы вы не отвлекались излишне на кухонные дела, чтобы вы служили Родине так, как положено, и чтобы, откровенно вам скажу, в который раз, мне не было стыдно, что мы взяли курс на то, чтобы тылы ваши обеспечить. Чтобы вы понимали, не дай Бог, что случится, что ваши дети, ваша семья, жена будут в безопасности и будут иметь хоть какой-то фундамент под свою жизнь. Мы сделаем все для того, чтобы вы жили в своих квартирах, имели свой квадратный метр, потому что как мы будем погибать, если за нами ничего не будет, а за нами, еще раз подчеркиваю, семья. С праздником вас, Днем независимости, с праздником, который мы празднуем в эти дни. Желаю вам крепкого здоровья. Будьте всегда такими внешне, по крайней мере, как сегодня. Счастья и успехов вам, дорогие офицеры и генералы. Успехов вам!